Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. В этом ролике я заканчиваю мою полуторагодовую эпопею с самолетом MB-200 от фирмы Звезда в 144 масштабе. Один я сделал сразу, второй, вот этот как раз ушел в долгострой на 1,5 года. Но все хорошо, что хорошо кончается. В белой ливрее я делал из коробки, на шасси не ставил, находится на подставке в полетном положении. Ну, красивая и совсем несложная модель. Но возвращаясь к текущему. Крашу антиобледенительные поверхности в стальной цвет. Здесь задача покрасить сопла двигателя. Для этого маскирую, как говорится, все, что рядом лежит, жидкой маской от Gymscale. Маска сохнет, прям очень быстро. И примерно минут через 20-30 можно смело уже красить. Что я и делаю. Дальше моя голова решила, что поверхность модели, которую я красил больше года назад, слишком, шершавая какая-то. И решила ее зашкурить. Шкурил. И тут я психанул и решаю, что начать с нуля будет гораздо быстрее и дешевле, чем заниматься переделкой старого. Начинаю собирать. Опыт есть. Точно есть. Данный экземпляр собираюсь ставить на шасси, поэтому занимаюсь их нишами. Для начала окрашиваю их. Сразу окрашиваю кабину. И створки шасси, внутренние их части. На диски колес предварительно нанес маски и окрашиваю шины в цвет резины. Пользуюсь краской фирмы Tamiya. Дальше колеса. Ниши шасси. И кабину покрываю матовым лаком. Маски с колес очень нежно удаляю. Все ровненько, все как надо. Перед сборкой фюзеляжа, естественно, не забываю вклеить в переднюю часть груз. Для этого использую, хрень какую-то, которая и валялась для этих целей.
Место склейки на фюзеляже зашпаклевал. И теперь, используя множество наждачных бумаг разной грубости, убираю шпаклевку. Шпаклевку-то я убрал, но автоматом убралась и расшивка. Восстанавливаю ее с помощью толстого скотча и скрайбера. Начинаю грунтовать модель, но заранее блютаком спрятал ниши шасси. Движки и поплавки пока не приклеивал. Будет удобно ими потом заняться по отдельности от фюзеляжа. Но сгрунтовать их не забыл. Можно начинать и красить. Сначала нижнюю поверхность фюзеляжа, поплавки, внешние части створок ниш шасси. Теперь законцовки крыла и стабилизатора в красный цвет. Пока сохнет краска, займусь движками. Из набора вентилятор двигателя совсем невзрачный. Но у меня есть фототравленый. И вот я и буду ставить. Лопасти вентилятора разворачиваю. Это очень просто. И к тому же, очень красиво в итоге. Среднюю часть нужно позаимствовать из пластика. Откусываю ее. И аккуратно приклеиваю к фототравлению. Вот такие красавцы получились. Теперь можно нанести и основной цвет. И на двигателе, и на фюзеляж. Антиобледенительные поверхности крашу в цвет сталь. Второй раз за этот ролик.
приклеил фототравленные решетки. И это место тоже окрашиваю в стальной цвет, как на прототипе. Решетки изначально в наборе даны только в декалях, ну совсем не айс, по моему мнению. По-хорошему, их нужно, конечно, утопить, но по времени это займет много времени. Разница в 1 мм в таком масштабе почти не видна, ну поэтому сделал так. Обтекатели покрываю алюминием. Удаляю маски после окраски. И получаю вот такой алюминиевый ободок. Перед нанесением декалей покрываю самолет глянцевым лаком. Декали буду пользоваться из набора. Тут два варианта присутствуют. Мне нужен один, как вы понимаете. Для упрощения данной процедуры пользуюсь жидкостью для приварки декали от фирмы Tamiya. Врезаю декаль по контуру, кладу в теплую воду на несколько секунд. Жидкостью прохожусь по месту установки. Устанавливаю декаль на место. И вытираю все ватной палочкой. Ну, все очень просто. Через несколько дней работы все нужные декали установил. Но сама декаль не порадовала совсем. Даже не сама декаль, а схема нанесения. Вроде как на рисунке техническая информация присутствует, а вот номеров почему-то нет. И здесь приходилось работать по фотографии прототипа. Но все, что заметил, приклеил. Да, еще и техничка дана большим куском. Зачем, вообще непонятно. Приходилось членить на много маленьких, ну что заняло очень много времени. Ну ладно, с декалями покончено, иду дальше. Перекрашиваю створки ниш основных шасси в другой цвет. Здесь изначально косячнул. Еще косячнул. Поставил смачный такой отпечаток пальца вот здесь. Зашкурить теперь требуется. И перекрасить. Теперь покрываю уже финишным глянцевым лаком всю поверхность модели.
В мыслях было заполировать модель. Попробовал на кошке. Кстати, весь процесс есть в отдельном ролике. Кому интересно, посмотрите. Ссылку оставлю и в комментарии, и в описании. Здесь заполированная модель без нанесения смывки. Расшивка и так выделилась из-за частиц полироли. Красиво, конечно, но не правдоподобно. На фотографиях самолета расшивка вообще не видна. Поэтому от полировки решил отказаться в итоге. Антибликовое покрытие перед остеклением кабины пилотов блестеть не должно. Поэтому оно и называется антибликовое. Маскирую его. И покрываю матовым глухим лаком. Теперь прям очень аккуратно удаляю маски. Собираю движок. Здесь клей не использую. В натяг прекрасно все вставляется. И приклеил двигатель на место. Все-таки фототравленные гораздо выигрышнее выглядит, чем пластиковые. Сравните сами. Приклеил шасси. Груз в нос достаточно положил. И аккорд. Установил также фототравленные стеклоочистители. В наборе их, правда, вообще нет. И все. Больше собирать B200 я не хочу. Насобирался уже. Хотя, если выйдет какой-нибудь солидный набор в 72 масштабе, может и соберу. А модул не вариант. Я не мазохист. Скоро приступлю к модели побольше. Сильно прям побольше. Достал с полки Ан-225 Мрия. Мрия которая. Буду делать. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Ваш Я Моделист и я Виталий Новиков. До скорой встречи. И хороших вам сборок.